Она запала на тебя? Кто же она? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад телефон под видео. Диагностика негатива тоже по этому номеру. Ну, знаете, я бы сказала, что у многих из вас сейчас как-то есть такая большая-большая эмоциональная усталость. Вы можете находиться в длительном, может быть, даже в хроническом стрессе. У кого-то очень остро стоит финансовый вопрос. Здесь и может быть на кону потеря работы, здесь могут быть задержки выплаты денег. Поэтому вот финансы – это головная боль некоторых из вас. Далее. Есть еще такой момент, как переживание по поводу женщины. По поводу женщины, которая когда-то была в вашей жизни, но есть то ли недорешенные вопросы с ней. У кого-то могут сейчас, допустим, проигрываться именно какие-то судебные тяжбы, юридические вопросы, либо же какие-то спорные вопросы по поводу детей, да, вот с кем будут дети, когда вы их будете забирать и так далее. Но здесь дама продуманная, дама, которая, в общем-то, свое очень хочет урвать, да, вот если вы сейчас разводитесь кто-то, но она будет бороться до последнего, чтобы как можно больше хапнуть из вашего имущества, может быть, да, то есть из ваших всех материальных достатков. Вы, может быть, даже очень сильно связаны как-то вот с дорогой, с перемещениями, с передвижениями. Это может быть как ваша профессия, да, может быть, вы за рулем ездите, либо же просто это либо вахтовая такая работа, да, вот вахтовым методом, либо же это частые командировки. Это может быть даже работа, когда вы перемещаетесь чуть ли не по всей стране, да, вот как груз, допустим, дальнобои те же развозят какие-то товары, да, поэтому вот дороги, и я вам скажу, что вы даже можете кайфовать от того, что вы ездите, это ваша, может быть, отдушина, потому что как-то вот именно в отъезде вы немножко переключаетесь, вы отвлекаетесь от каких-то вот таких вот даже бытовых тягот, да, потому что, все равно вы меняете местоположение, пусть это даже командировка, либо поездка куда-то по работе, но все равно вы отвлекаетесь, это другие люди, это другая атмосфера, то есть вам немножко это даже в кайф, да, причем даже у кого-то из вас бывает, что когда вы едете куда-то, да, пусть даже по работе, вы можете реально там отдохнуть, кто-то в лесу там отдыхает, кто-то, может быть, если там есть, я не знаю, речка, море, океан, то вы можете и там искупнуться, да, понятное дело, когда тепло. Либо же, я не знаю, по грибы сходить в конце концов, да. Опять же, это зависит и от сезона, и от того, в какую местность вы ездите. Далее, что еще мне расскажут? Есть надежда вот у вас на то, что ваша жизнь поменяется. Вот опять же мне показано, что здесь надежда на то, что поменяется как в личностном плане, да, так и в финансовом. Потому что мне показано, у многих из вас вот именно остро стоит вопрос личной жизни. Многие, вот именно многие, почему-то мне идет такая информация, что имеют проблемы именно в личной жизни. Это может проигрываться, либо же вы длительный период один, либо же у вас, как-то не получаются новые длительные отношения. Понимаете? То есть, опять же, это ваша такая головная боль, и вы понимаете, что вы, никак, вы не можете влиять на эту ситуацию, да, потому что, вы не заставите другую женщину себя полюбить, вы пытаетесь что-то делать, вы пытаетесь знакомиться, даже у кого-то из вас могут быть мысли, что, а может быть порча на вас, да, а может быть там либо бывшая что-то сделала, либо еще что-то, такая вот своего рода черная полоса проигрывается, да, вот, и не очень хорошие мысли. Вот мне показано, что вот сейчас у вас какой-то такой, может быть, даже у кого-то депрессивный период.
Не очень такие мысли у вас, у каждого свои проблемы, но накрывает. Это может быть и та же самая осенняя депрессия, которая еще перчинку добавляет к вашим проблемам. Есть и моменты сомнений, есть моменты неуверенности. Вот именно после тех проблем, которые на вас свалились, да, у кого-то может даже несколько проблем одновременно проиграться, вы вообще начинаете сомневаться в себе, в своих силах, в своих возможностях, опускать руки. Ребят, не делайте этого, вы сильные мужчины. Просто сейчас у вас такой период. Вы снова начнете жизнь с чистого листа, ваши проблемы решатся, просто немножко нужно подождать. Вы сильный, у вас все будет. Ну, давайте ближе к делу, да, будем смотреть, что же за женщина запала на вас, да? Давайте-ка посмотрим, что же это за женщина. Она очень уверенная в себе. Она, в общем-то, тоже начала жизнь с чистого листа. Неплохо выглядит, среднего возраста. Ближе к светловолосой скорее проиграется. Ну, такая она, знаете, может даже производить впечатление слишком уж самоуверенной женщины. Она знает, что она хороша, она знает, что она нравится мужчинам. Поэтому иногда по жизни она, конечно, привыкла и манипулировать. Ну, такая еще, скажем так, царская особа. Кто-то сейчас скажет: боже, да зачем? Я никого не заставляю из вас жениться, просто чтобы вы для сведения имели, да, может быть, вы уже начали кто-то отношения с этой женщиной, мы сейчас будем с вами смотреть и разбираться. Просто чтобы вы знали, кто она, что она и с чем ее едят. Ну, она манипулирует, она умеет красиво, так тонко манипулировать. Многие люди этого даже не замечают. Были у нее сложные моменты в жизни, это она тоже прошла. У нее был и развод, и тяжелые отношения в жизни, поэтому она решила вот пожить для себя. Она из тех женщин, которые... Они рассматривают мужчин как какую-то вот теперь вот хотелку. Не очень красиво это звучит, но поскольку вот у женщин такого типа есть своего рода психотравма, да, вот после прежних расставаний, обид, предательств, они вот для себя решили, что вот я буду любить себя, кружить себя, а мужчины это будут так, как бесплатное приложение, как игрушка какая-то. Вот кого я захочу, да, того я и получу. Вот захочу Васю охмурить, захочу Петю охмурить, и я буду все делать, да, вот просто для развлечения. Вот понравится мне этот мужичок, и я его возьму в оборот. Ну, в общем-то, вы поняли, что я имею в виду. Вот она из таких категорий женщин. Не очень она мне нравится, просто я вот сейчас рассказываю, чтобы вы не влипли. Если есть такая дама в окружении, и если вы как-то, может быть, с ней пересекаетесь, а может быть, кто-то уже даже тоже залип на нее. Да, у вас есть с ней общение, есть. У кого-то даже может проиграться, что вы общаетесь по интернету. Опять же, переворачиваем под себя. Кстати, напишите, ребят, давайте сделаем маленький опрос. Вот есть у вас вот на примете такая женщина, да, вот подобная, такая королевишна, хорошенькая, да? Напишите, есть или нету. Вы можете не часто с ней общаться, либо переписываться. Вы можете даже флиртовать с этой женщиной. Я вам скажу больше. Вы даже заметили, вот вы для себя просто, ну так, как мужчина, сознательно, либо подсознательно, вы для себя отметили, что вот, да, интересная женщина, да, неплохо было бы с ней как-то вот замутить, может быть, да, но вы особо ничего не инициируете. Вы просто вот именно отметили, вот красивая, классная, там неплохо общаться с ней, да. Далее, что еще? Но что самое интересное, вот это такая вот королевишна, да, которая всегда играла мужчинами, она-то на вас начинает все больше западать, то есть влюбляться простым языком. И она это сама прекрасно понимает. Чем больше она с вами общается, либо переписывается, тем больше вы нравитесь, тем больше вы ее привлекаете. Она немножко даже побаивается этих ощущений, потому что
Ну, давненько с ней такого не было. Вот она привыкла вот именно жонглировать так мужчинами. У нее были легкие отношения, да, у нее были романы, ну, после ее такого вот глобального разрыва, либо развода, да, потому что у нее были, конечно же, серьезные отношения. Это ее такая боль, это ее большое разочарование в мужчинах. Поэтому, вот как я уже говорила, что вот она максимум как небольшие романы рассматривала мужчин до того, как начала влюбляться в вас. Для нее это, конечно, такой сюрприз, сюрпризный просто произошел. Для нее это что-то из ряда вон выходящее, когда вот ее чувства, ее ощущения просто выходят из-под контроля. Вот она дожонглировалась, доманипулировалась, и так вот сошлись звезды на небе, что вы ей реально понравились. И как она не пытается бороться с этим чувством, она ничего не может сделать. Она думает о вас все чаще, да, она пытается придумать, как же ей с вами так осторожно сблизиться, чтобы это был такой, знаете, маневр, как будто это вы с ней сближаетесь. То есть какую хитрость придумать, чтобы вас заставить больше быть инициатором, чтобы это вы делали шаги к ней. Пока она этого не придумала, но в раздумьях, вот находится в раздумьях, голову ломает, пока ей ничего такого достойного не приходит в голову, потому что, ну, это либо ей придется как-то вот в открытую вам намекать, да, оказывать какие-то знаки внимания, либо же ждать, пока вы реально сами захотите ее завоевывать. Ну, так, я думаю, очень долго придется ей ждать. Причем я вам скажу, что, ну, если так, забегая вперед, если кто-то из вас, в общем-то, понял, о какой женщине идет речь, то, в общем-то, если вы того захотите, у вас могут сложиться долгоиграющие, серьезные отношения, причем с любовью, с настоящей любовью. Вот с вами она прекратит быть той, я не знаю, циркачкой, жонглировщицей, если есть такое слово, конечно, да, которая играет мужчинами. Вот она с вами перестанет играть, если вы, опять же, начнете с ней встречаться. Давайте-ка посмотрим, есть ли такой шанс, что все-таки... Нет, давайте не так. Давайте спросим, вот она все-таки начнет проявляться, либо же вы будете. Будет ли она проявляться? Да, да, да. Она будет проявляться, но это будет не скоро, не в ближайшее время, не завтра, послезавтра. Вот все-таки не хочется, с одной стороны, на гордость свою наступать, да, вот прогибаться, а с другой стороны, вы ей нравитесь. И будет еще какой-то период, она тянуть эту резину. Да, вы будете общаться, да, вы будете с ней пересекаться, там, либо переписываться кто-то. Но, тем не менее, она не выдержит, потому что уж слишком сильно она начинает в вас влюбляться. Вы нравитесь и как мужчина, не обязательно только внешне, да? Вот чем больше она с вами общается, чем больше она вас узнает, тем больше понимает, что давненько она не встречала таких мужчин, и с такими рассуждениями, да, вообще о жизни, там, о семье, но опять же, да, смотря о чем вы там с ней разговариваете, но здесь скорее вот такой задушевный посыл идет. Здесь могут быть какие-то вроде бы и такие дружеские разговоры либо переписки, но в то же время она там между строк улавливает, чем вы дышите, да, вот какие ваши цели, желания, да, вот какой вы человек. И, между прочим, ребята, каждая женщина, которая хоть немножечко дружит с мозгами, она всегда в разговоре с вами, она уловит, что вы за человек, какие у вас намерения и что вы хотите. Как бы вы ни шифровались, но если умная женщина, очень сложно как-то вот юлить, да, потому что все равно можно это вычислить, что вы хотите на самом деле. Точно так, в общем-то, и мужчины, которые уже имеют какой-то опыт за плечами, которые знают женщин, да, точно так могут просекать и корыстных женщин, и женщин легкого поведения, и вообще просто несерьезных. Смотрите, если так вот резюмировать, у вас будет большой шанс
на счастье. Вот как бы сейчас ни звучало это парадоксально, вроде бы у нас так начинался расклад, что непонятно какая несерьезная женщина, да, которая играет мужчинами после того, как ее обидели когда-то в отношениях. Но вот вы ее перевернете, вы ее как будто поменяете. Вот с вами она станет самой собой, той, которой она была когда-то. Вот ее корона очень быстро, просто не то что спадет, она слетит с ее головы. Потому что вы будете с ней по-простому общаться. Вы будете с ней таким вот самим собой, такой, какой вы есть. Вы не будете с ней играть. Опять же, я говорю, если вы захотите развивать эти отношения, и, конечно, если вы поняли, о ком идет речь. И даже если сейчас кто-то из вас не понял, я думаю, все равно это где-то, вылезет эта информация. Понятно, что это общий расклад, у кого-то срезонирует, у кого-то, может быть, нет. Но здесь есть шанс на счастье, шанс на серьезные отношения и шанс на любовь. Поэтому, мои дорогие, оглянитесь, присмотритесь. Это женщина, которая, она всегда выделится из толпы. Вот она яркая, она ухоженная, как я говорила. Оглянитесь. Может быть, даже если вы с кем-то переписываетесь, я думаю, вам будет проще понять, да, потому что, опять же, это может быть и по фотографиям, да, видно, вот какая она вся такая, раз такая. Может быть, вы по видеосвязи с ней общались, да, либо же вот в разговоре она вам давала понять, да, что вот она разочарованная, все мужчины такие-сякие. То есть эти нотки всегда улавливаются. Если у вас будет с ней, конечно же, любовь, если вы пойдете вот ей все-таки навстречу, вернее, даже навстречу друг другу, большой вариант того, что вы будете любить и будете любимы, потому что вы полюбите ее вот такую вот настоящую. Не ту, которая она сейчас может казаться вот такая фифочка вся, да, с короной на голове, а вот именно настоящую, потому что у нее и чистая душа, она добрая, она щедрая. Это спрятано очень глубоко у нее в душе, потому что когда человек разочарован, конечно же, он это все прячет. Прячет очень-очень глубоко, потому что боится, что снова в эту душу плюнут. Вот эта история как раз про такой вариант. Поэтому, мои дорогие, присматривайтесь, с кем вы общаетесь, либо переписывайтесь. Потому что ваше счастье может быть где-то совсем рядом. И знаете, я бы вам вот посоветовала. Вы можете, конечно, пользоваться моими советами, можете не пользоваться. Это личное дело каждого. Когда вы знакомитесь с женщиной, и она вам кажется вот такой фифой, да, серьезной, там, строгой, королевишной, не бросайте сразу общение с ней. Лучше, разок, второй, третий пообщайтесь, сходите на свидание, просто о жизни поболтайте, а вдруг действительно вот это ее такая величественность, да, вот это ее корона, это может быть просто банальной маской. Это защита от внешнего мира, это вынужденная защита, это такой привет из прошлого, когда ее обижали. И теперь она пытается манипулировать и управлять, но ее истинное лицо, оно прощупается и просмотрится только в личном общении. Поэтому, мои дорогие, вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!